Мы начали. Начали. Мы начали. Ну что же, всем привет! Мы с Айхалом находимся в Японии, в школе японского языка Канвин. Он же у нас студент, он приехал в октябре прошлого года, и он съездил в очень интересное место, поэтому я хочу взять у него сегодня интервью. Вот так. Давай начнем с самого начала. Вообще, как ты выбрал нашу школу? Я посмотрел по YouTube канал и там нашел видео про общежитие на Такайчи. Я сначала посмотрел видео про общежитие, а потом уже прошел. Вот, тут есть русский став. Они мне помогут, наверное. Наверное, возможно. И еще цену посмотрел. Довольно-таки дешево. Вот, и решил приехать. Хорошо, приехал в Японию, как вообще были первые впечатления, и что изменилось, сколько у нас прошло, получается? У нас год прошел или не прошел? Скоро. Скоро будет, значит, в октябре 23-го будет год. Вообще, какие впечатления тогда, какие впечатления сейчас, что изменилось? Может быть, какие-нибудь советы, да, студентам, которые захотели бы приехать в Японию? Я уже бывал в Японии, так что не сильно удивился, но спустя год я думаю, что все стало как-то обыденно. То есть это учеба, уже привыкаешь, это подработки, ну как обычная жизнь, но только японская, так бы могу сказать. А сейчас где подрабатываешь? Суширо. Суширо. А до этого у нас было что-нибудь или не было? Тоже суширо. Тоже суширо. Другой суширо получается. Да. Хорошо. Ну и как вообще подработка в суширо? Более-менее? Честно говоря, не очень. Бывают подработки не очень, и это нормально. Да. Возможно, надо было не менять суширо на суширо, поискать какое-то другое место, но надеюсь, что в другом отделении будет более приятная атмосфера. Всякое бывает. Вот. Ну скажи, насколько дорогая жизнь в Японии, где ты сейчас проживаешь и сколько платишь за аренду? Аренда довольно-таки дорогая. Я сейчас живу в шерхаусе на Сакурадае, рядом со школой. 10 минут на велике, 20 минут пешком. За комнату без туалета и без ванны 50 тысяч йен. Это по нынешнему курсу это 30 тысяч рублей. И это еще, я считаю, что довольно недорого на фоне остальных мест для проживания. А скажи, перед тем, как приехать в Японию, что ты закончил в России? Я закончил 9 класс и поступил в колледж, чтобы у меня было 12 лет образования, чтобы в дальнейшем сюда, в Японию поступить. И сколько же выпустился? Да. Вот. А на данный момент в Японии, чтобы найти работу, обязательно нужно высшее образование законченное, можно в своей стране его закончить. Поэтому у нас дает Айхала выбор либо поступать в Синмон-Гакко, то есть в колледж, либо поступать в университет. И сейчас Айхал занят поисками колледжа. Вот. И мало того, что занят поисками колледжа, ему выдался случай съездить в колледж, который расположен на Хоккайдо. Пожалуйста, расскажи вообще, как это получилось и впечатления. Есть в школе Канрин, есть Мицухаши-сенсей, она именно специализируется по колледжам и советует всякие разные интересные колледжи. То есть она мне дала буклетик, колледж в Саппоро, и там было написано проездные билеты бесплатно до 39 тысяч йен. Я так подумал, ну, если оплачивать, если оплачивать, то почему бы ты не съездить? Да. В общем, ну и плюс интерес там специальность вообще. А какой колледж? Йошида. IT, если я правильно помню. Да, IT. Мы купили билеты сначала на корабле, а потом обратный путь на самолете. Туда-обратно вышло, наверное, 31 тысячу йен. И когда мы приехали в тот колледж, нам дали сразу 39 и даже не стали спрашивать, На что вы их потратили, на что мы их потратили.
Вот, и что предлагает колледж? Колледж, как ты думаешь, ты его рассматриваешь как один из вариантов, или после того, как пожить, допустим, в Йокогаме, да, уже сложно будет обживаться на Хоккайдо? Вообще, какие плюсы, какие минусы? Я думаю, после того, как пожил уже год в Йокогаме, я думаю, будет уже сложновато. Там уже похоже на провинциальный город, уже больше похоже на какую-то деревню. Меньше удобств, меньше всего, меньше развлечений, кафешек, ну, всякого такого. Ну и цены почти такие же, но на аренду намного дешевле. А то есть за сколько примерно можно снять квартиру? Если тут квартира обычно 5-6 манов, это 50-60 тысяч йен, а там в среднем 20-30 тысяч йен в месяц. Еще однокомнатные квартиры. То есть квартиры будут гораздо дешевле, это в принципе плюс проживания не в Токио, не в Йокогаме. То есть чем дальше, тем жилье будет просторнее, ну, больше по метражу и, соответственно, дешевле. И еще я слышала, что колледж предлагал скидки на обучение, если, допустим, у студента есть N3, N2, N1, что там было? Всем иностранным студентам дают скидку в 250 тысяч йен. А если у тебя есть N2, то еще сверху 150 тысяч, а если N1, то 200 тысяч сверху. Ну, это очень большие деньги. То есть, в принципе, такой вариант подойдет тем студентам, которым нужно закончить колледж. Но чтобы сделать это где-то в Токио, в столице или в Йокогаме, это очень, ну, не выходит по деньгам, то, в принципе, можно искать вот такой вот вариант с Хоккайдо. Да. Вот. Я бы, наверное, с удовольствием пожила год на Хоккайдо, ну, потому что там есть зима, Да. а тут ее нету. Вот. И говорят, что еда вкусная. Да. Вкусная? Да. Что было самое вкусное? Самое вкусное это были унаги роллы. Унаги. Это уголь, суши, уголь. Уголь. Да. Вот. И, значит, в планах Хоккайдо оно вообще отпадает, или, может быть, как запасной вариант оно остается, или все-таки колледж где-то здесь? Ну, как запасной вариант остается, потому что вступительные экзамены там бесплатные. Заманивает, как народ студентов. Вот. Спасибо большое за рассказ. Ну, я пожелаю, конечно, успеха в поступлении в тот колледж, который больше всего приглянется, и чтобы по финансам он тоже был вполне себе affordable. Потом, как по планах, остаться в Японии после выпуска из колледжа. Да. Ну, тогда успехов в студенческой жизни, успехов в поиске работы. Вот. Потом, может быть, рассказать, чем же вся история закончилась. Нам будет очень, я думаю, интересно послушать. Вот. Спасибо за интервью, спасибо, что были с нами. Все, до новых встреч.